Первыми приготовим рулетики из кабачков с очень вкусной начинкой из моркови. В первую очередь тонко нарезаем 2 кабачка. Немного их солим и убираем в сторону на 5-10 минут. Подготовим панировку для кабачков. Нам понадобится 4-5 столовых ложек муки и 2 яйца. Добавляем соль, перец по вкусу. Взбиваем до однородности. У меня уже прошло 10 минут, кабачки пустили сок. Убираем лишнюю жидкость с них с помощью бумажного полотенца. И приступаем к обжариванию. Сначала обваливаем кабачки в муке. Дальше окунаем в яйцо. И выкладываем на разогретую сковороду. Жарим на среднем огне до румяной корочки. Одна сторона готова, переворачиваем. И точно так же с другой стороны жарим до румяной корочки. Готовые кабачки снимаем и выкладываем на тарелку. Также жарим все остальные. Готовым кабачкам даем остыть, а пока приготовим начинку. На мелкой терке натираем 150 грамм сыра и 150 грамм сырой моркови. Дальше измельчаем зелень укропа и петрушки. Добавляем к моркови и сыру. И еще сюда добавляем выдавленный через пресс чеснок 2-3 зубчика и 100 грамм майонеза. Хорошенько перемешиваем. Готово. Делаем рулетики. На кабачки выкладываем начинку и скручиваем в рулет. Вот и все, рулетики готовы. Не передать словами, насколько они получаются ароматные, нежные и безумно вкусные. Рекомендую попробовать, уверена, вам понравится. А теперь еще один вкусный и быстрый рецепт из кабачков. Вкуснейшая кабачковая икра с болгарским перцем. Рецепт подойдет и для заготовки на зиму, и просто как закуска, чтобы съесть в ближайшие дни. В первую очередь кабачки очищаем от кожицы и удаляем из них семечки. А теперь нарезаем их на небольшие кусочки, чтобы удобно было перекручивать в мясорубке. Болгарский перец также очищаем от семечек и плодоножки и нарезаем на небольшие кусочки. Кабачки и перец пропускаем через мясорубку. Теперь добавляем к ним томатную пасту. Сахар и соль, растительное масло и выдавленный через пресс чеснок. Тщательно перемешиваем. Переливаем в кастрюлю. Ставим на огонь и доводим до кипения.
После закипания убавляем огонь на средний и так варим под накрытой крышкой 30 минут. У меня уже прошло 30 минут. Добавляем уксус, перемешиваем. Накрываем крышкой и варим еще 5-10 минут, а за это время стерилизуем банки и крышки. Икра готова. Перекладываем ее в стерильные банки. И плотно закрываем крышкой. Теперь банки переворачиваем вверх дном, укутываем в покрывало и так оставляем на 12 часов. Не передать словами, насколько вкусная и ароматная получается эта кабачковая икра. Хоть бы дождалась зимы и не съели раньше. Рекомендую попробовать приготовить по этому рецепту, получается очень вкусно. Следующий приготовим вкуснейшую овощную запеканку из кабачков. Вот сколько длится сезон кабачков, столько ее и готовим. Просто и быстро готовится и получается очень вкусной. 1 килограмм кабачков натираем на мелкой терке. Кожуру и семена я оставляю, так как у меня кабачки молоденькие. Если же вы будете готовить из зрелых кабачков, то кожуру и семена лучше удалить. Перекладываем их в миску. Сок кабачков я не отжимаю, но по желанию можно отжать, тогда запеканка получится менее сочная. Дальше на мелкой терке натираем морковь, пару штук, это примерно 200 грамм. Добавляем ее к кабачкам. Тонко нарезаем лук, 2 штучки будет достаточно. Перекладываем его к остальным овощам. Еще на крупной терке натираем 150 грамм твердого сыра. Его также отправляем в миску. И готовим заливку. Соединяем 5 яиц, 100 мл растительного масла без запаха. Взбиваем до однородности. Теперь добавляем 140 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и соль по вкусу. Перемешиваем, пока заливка будет однородной и без комочков. Готово. Возвращаемся к овощам. Перемешиваем их с сыром. Заливаем заливкой. Еще раз перемешиваем. И перекладываем в форму для запекания. Размер моей формы 28 на 22 сантиметра, и дополнительно я ее ничем не смазываю. Равномерно разравниваем эту массу по форме. И теперь отправляем запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 45-50 минут до румяной корочки. Готово! Теперь нужно набраться терпения и дать запеканке остыть хотя бы до теплого состояния, чтобы она стабилизировалась, и уже потом подавать. Не передать словами, насколько вкусная и нежная получается эта запеканка. Обязательно приготовьте и поделитесь в комментариях, как вам. А я буду ждать ваши отзывы. И еще один быстрый рецепт, как можно вкусно приготовить кабачки. Замаринуем их с морковью быстрым способом, без варки, жарки, запекания. Очень просто, быстро и главное вкусно. Натираем 200 грамм моркови на терке для моркови по-корейски. Сразу же добавляем щепотку соли.
Перемешиваем и пока убираем в сторону. Дальше кабачки разрезаем пополам и нарезаем на тонкие дольки. Кабачков понадобится 500 грамм. Перекладываем их в миску. Так же, как и морковь, немного солим. Перемешиваем и даем им так постоять 15-20 минут. А пока приготовим маринад. Смешиваем 3 столовые ложки соевого соуса, 3 столовые ложки 9% уксуса, чайную ложку приправы для моркови по-корейски, 2 чайные ложки меда, выдавленный через пресс чеснок 3 крупных зубчика и 50 мл растительного масла без запаха. Тщательно перемешиваем до однородности. Маринад готов. У меня уже прошло 20 минут. Если с овощей выделился сок, сливаем его и смешиваем их в миске. Заливаем маринадом. Хорошенько перемешиваем. Теперь накрываем емкость пленкой или крышкой и убираем мариноваться в холодильник минимум на 5 часов, а в идеале на ночь. У меня прошло 5 часов, еще раз перемешиваем и можно подавать. Такие кабачки с морковью по-корейски получаются безумно ароматные, вкусные, отличный вариант закуски как на каждый день, так и на праздничный стол. Обязательно попробуйте так приготовить, буду ждать ваши отзывы. Ну и последним рецептом в этой подборке будет рецепт очень вкусных оладий из кабачков. Сразу скажу, это не классические оладьи, рекомендую попробовать. Кабачок натираем на мелкой терке. Немного солим, перемешиваем и отставляем в сторону, чтобы кабачки пустили сок. После этого хорошенько их отжимаем. Дальше на небольшие кубики нарезаем ветчину. Измельчаем зелень петрушки. И на крупной терке натираем сыр. Кабачки я их уже заранее отжала от сока. Добавляем ветчину, зелень, сыр и немного я еще оставила, чтобы посыпать оладьи сверху. Яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешиваем. Теперь добавляем муку. Снова перемешиваем и приступаем к обжариванию. Тесто предварительно делим на 3 равных части и выкладываем на сковороду. Внутри делаем углубление. Накрываем крышкой и обжариваем где-то 5-7 минут до золотистого цвета на среднем огне. Одна сторона готова, переворачиваем их. Выливаем сверху желток. Посыпаем оставшимся сыром. Убавляем огонь, накрываем крышкой и так держим еще 5 минут.
Оладьи готовы, снимаем их с огня. Посыпаем нарезанной зеленью и подаем. Очень вкусно и питательно получается, обязательно попробуйте так приготовить, уверена, вам понравится. Делитесь в комментариях, какой именно рецепт вам понравился больше всего, а может вы уже что-то из этих блюд готовили, тогда делитесь отзывами. Также не забудьте поставить лайк, если вам понравились рецепты или если просто хотите меня поддержать, очень вам благодарна за это. У меня на этом все. Всем желаю мира, добра и всего наилучшего.